Приветствую, друзья! Меня зовут Алексей, и в этом видеоролике вы уже поняли, что речь пойдет про такую классную карту People, которой можно оплачивать любые покупки, хоть в России, хоть и за рубежом. Но по большей части за рубежом, потому что она создана специально для нас, которые лишены возможностью оплатить что-либо за пределами России. Сегодня мы сделаем полноценный разбор карточки People. А перед началом видеоролика подпишись, пожалуйста, на мой YouTube канал, поставь лайк к этому видео, и если у тебя будут какие-то вопросы, бегом в мои комментарии. Пиши там, я со всеми общаюсь и всем с удовольствием отвечу. Вот. И также хочу предостеречь, у меня здесь будут, конечно, реферальные ссылки на эту карту, где мы обои, ты, дорогой мой зритель, и я получим уникальные бонусы, если ты зарегистрируешься по моим реферальным ссылкам. Так что держи это в уме и хорошего просмотра. Так, давайте немного расскажу вам о компании People. Ну вот что она из себя, во-первых, представляет. Ну, для начала, у них есть веб-сайт. Вот так он выглядит. Это проект, их существует с 2017 года, аккредитация в Арабских Эмиратах. Выпускающий карты банк находится в Финляндии. И они, как они заявляют, официальный партнер MasterCard. Я думаю, на сайте MasterCard мы сможем найти эту информацию. А это значит, они прошли очень серьезные проверки, чтобы стать партнерами MasterCard и могли удостоиться такой чести. Их финансовая деятельность регулируется организацией Financial Services Regulator Authority, FSRA. И также это все можно проверить. Сейчас вот здесь вылезет скриншот, и как вы видите, их организация то, что активна, и у них также есть свой юридический адрес, который там же указан. Так что все открыто, все прозрачно. А сейчас немного о People, о карточке People. Что это за карта и что она может? Ну, во-первых, People – это финтех-компания, которая создана для людей, которые не имеют полного доступа к мировой банковской системе. Они помогают людям оплачивать различные транзакции, совершать, оплачивать какие-то покупки. На самом деле очень классный стартап в удобное время и в удобном месте, я бы сказал. И как Россия и страны СНГ, которые оказались в последние года, наверное, под внешними санкциями и той обстановкой, которая имеется сейчас. В компании People сейчас активно растет количество людей из России и также из СНГ, по понятным на самом деле причинам. Вот. И также с помощью карты People что можно сделать? Давайте пройдемся. People – это отличный продукт для тех, кому нужно оплачивать какие-то международные другие сервисы, где не проходит, предположим, ваша российская карточка. Если вы не можете что-то оплатить вашей российской карточкой, то с карточкой People вы сможете провести данную транзакцию. А также, если вам необходимо будет использовать карту за границей, предположим, для оплаты Airbnb, Booking и либо других подобных сервисов. Также People – это отличный вариант для людей, которые живут в другой стране, но не имеют доступа к банковской системе. Если вы, предположим, не резидент другой страны, там долго проживаете, то карточки People, как виртуальная, так и физическая, но об этом чуть дальше, очень подойдут вам для того, чтобы вы и принимали деньги, и оплачивали свои покупки. Также карточка People будет полезна тем людям, которые совершают транзакции с карты на карту, предположим, в зарубежных банках. People классно работает как в Европе, так и в Азии. Так вот, есть карточки People двух видов. Во-первых, виртуальная, которая стоит 0 рублей, и всего лишь для ее активации нужно положить $1 на счет. Реферальная ссылка у меня будет в закрепе. И также физическая карта, которая будет стоить в доставку, предположим, в Россию через Telegram-бота. Кстати, ссылка тоже реферальная будет у меня в описании. Пользуйтесь моими реферальными ссылками. Эта карточка будет стоить порядком 7000 рублей. Ну вот, доставка вам сюда. И вам не надо лететь ни в какой, ни в Казахстан, ни в Беларусь. Эта карточка всегда будет при вас, она будет именная и будет работать на все случаи жизни. Классно придумали. А сейчас разделим ролик. Есть, я знаю, люди, которые живут в Арабских Эмиратах, либо часто туда летают, и у них там, например, есть номер телефона, но они не резиденты, им надо как-то принимать платежи. Для них сейчас расскажу информацию про карточку People и что она может. Далее по вот этому таймингу, который здесь, я уже буду основную информацию для русскоговорящих и людей из стран СНГ говорить. Если вы находитесь в Арабских Эмиратах и у вас местный локальный номер телефона, тогда ваш счет будет в дирхамах. И у вас не будет никакой комиссии при транзакции, предположим, с карты одного дубайского банка на транзакцию другого дубайского банка, если вы переводите все в дирхамах. Ну, естественно, счет в дирхамах, переводы в дирхамы, оплачиваете все в дирхамах. Также довожу к сведению, что в Дубае очень много полно автоматов, которые могут выдавать вам наличку, используя карту People. Также вы сможете переводить деньги более чем в 40 стран мира и более чем в 24 валютах.
На самом деле очень интересно и очень качественно, мне кажется, делают. Тем более эта компания молодая, и она сейчас будет расти. Для пополнения, насчет пополнения мы поговорим немного в конце. А так, в общих чертах, как пополнить эту карточку? Эту карту можно пополнить как с карты на карту, также через Binance и также через Kiwi. Так что все на самом деле очень просто, да и легко. Самое основное для меня в этом моменте, что он выдает наличку в банкоматах в Арабских Эмиратах для тех, кто там находится и летает туда очень часто, имеет номер телефона, ну и как бы он не резидент. На самом деле классная тема. Вот. Если вы живете в Арабских Эмиратах, либо там ведете какую-то деятельность, я бы на вашем месте завел бы такую карточку, чтобы даже если у вас есть основная, то эта карта будет вам полезна как бы на всякий случай, потому что, сами знаете, может одну потерять, но зато виртуальная в телефоне всегда останется, а если еще пластик будет, то вообще супер. А сейчас переходим к информации о всех, кто живет в России и в СНГ и хочет получить данную карточку. Как это сделать? Если вы живете в России, в СНГ, в Европе, в Азии, доставку можно осуществить на самом деле куда угодно по миру. Доставка стоит порядком около 7000 рублей. Физическая карта и 0 рублей как бы сразу $1 на счет кладете, и у вас она уже будет в телефоне. Вот, как же сделать зарубежную карту? У меня здесь немножко подсказка для моего видео, но не суть. В приложении People можно завести международную виртуальную карту MasterCard плюс долларовый счет. Это если регистрироваться на номер телефона, который не связан с Арабскими Эмиратами. Предположим, вот я регистрировался, вы там выбираете страну, Россия, далее вводите номер телефона, приходит пин-код, загружаете туда паспорт, потому что эта деятельность связана с финансами, вам там зададут несколько вопросов, и далее вы вносите, просто можно переводом. Если вы из Белоруссии либо стран СНГ, вы сможете перевести просто обычным переводом туда, нажать там «Получить средства» и там вбить номера карты, и у вас там сразу переводом. Либо можете пополнить ее через Binance, все делается очень легко, либо сможете ее пополнить через Kiwi кошелек. Через Kiwi это вообще довольно просто, но об этом в конце видео поговорим. Итак, после того, когда вы завели виртуальную карточку на своем телефоне, если вам нужна физическая карточка, переходим по моей ссылке в Telegram бот и заказываем ее. 7000 рублей, сроки по доставкам у них разные, так что уточняйте через Telegram бота, но вот в разные страны по-разному сроки доставки. Вот, в Россию я не помню, но там, по-моему, очень быстро доставляют. Вот, самое главное, что можно делать вообще с этой карточкой? Ну, во-первых, это оплачивать такие сервисы, как Booking, Airbnb и различные другие, которые вы не могли оплатить своей российской карточке в данный момент, когда нас отключили вообще от мировой банковской системы, я бы сказал. Вот, как есть, так есть, да. В таких, на самом деле, реальных условиях мы живем, но при этом мы находим обходные пути, всегда они будут. Самое главное, думать наперед, и все у нас получится. Вы также сможете делать более 40 переводов в различные страны в более чем в 24 валютах. Звучит очень классно. Вот, мне на самом деле очень нравится, что в более чем 40 стран, это африканские страны, европейские страны и также азиатские страны. Очень доступно и очень понятно. Для пополнения карточки можно использовать такие системы, как Binance, либо другие криптокошельки. На самом деле делается там все достаточно просто. Либо один из самых простых способов – это Kiwi. Об этом в конце ролика, как пополнять через Kiwi. Либо, если вы житель Беларуси, либо обладаете белорусской карточкой, либо вы из Казахстана, но хотите такую карточку себе, либо у вас есть карточка Казахстана и вы хотите виртуальную карточку себе, дополнительную, которая будет стоить, я еще раз напомню, 0 рублей виртуальная карта, просто $1 туда кидаете через мою ссылку, и у нас с вами будут бонусы, будут плюшки. People спокойно принимают платежи в разделе там «Пополнить». Из раздела «Пополнить» в личном кабинете. Нажимаете «Пополнить» и вводите свою, ну, предположим, белорусскую карточку, которая там виза, которая работает в других странах. И с нее спокойно спишутся деньги и зачислятся к вам на вашу карточку People. Это я к тому, то, что бывают такие моменты, когда ты не можешь оплатить чат GPT, потому что их компания сделала запрет на пополнение с российской карточки и с белорусской карточки. По поводу, как занести деньги, мы разобрали. По поводу вывода денег, как можно вывести деньги. Самый простой способ – это вывод через криптокошелек. Либо это через банкоматы, которые имеются в Арабских Эмиратах и в других странах, если у вас есть физическая карта. Там необходимо у техподдержки на самом деле узнать, что там по процентам комиссии по снятию. Вот, потому что у меня сейчас я не обладаю такой информацией, но я думаю, техподдержка, вот, она отвечает, конечно, немного долго, может отвечать день-два, но она вам ответит.
Это через Telegram. Есть официальная группа People в Телеграме, и она как бы, и она как бы помогает всем. Вот, там слишком много вопросов, так как, я еще раз напоминаю, это молодая компания, и она сейчас очень активно и бурно развивается. Она вводит новые фичи, делает новый способ по выводу денег, по вводу денег. Так что на самом деле я бы к ней очень пригляделся и оформил бы, наверное, на всех членов своей семьи то, что данную карту. Но эта карта в основном нам нужна, чтобы оплачивать какие-то там покупки онлайн, физические. В основном деньги на ней будут лежать, и снимать наличку вы будете где-то, наверное, в единичных случаях. Вот, что касаемо пополнения. Давайте еще раз насчет пополнения. У меня здесь подробная инструкция, подробный гайд. Я вам сейчас зачитаю, вы просто послушаете. Если кто-то уже открывает Kiwi для того, чтобы пополнить карточку People и уже начал регистрироваться, этот гайд, например, будет там полезен. Вот, зачитываю. Самое крутое, что теперь пополнить через Kiwi можно и долларовые, и арабские аккаунты People. Классно, нравится? Да, нравится, потому что из Дубая можно пополнить, кто держатели дубайских аккаунтов, и такие простые люди, как мы с вами, тоже могут пополнить через Kiwi. Как все делается? Скачивайте Kiwi кошелек для iOS либо Android, открывайте приложение Kiwi, вводите учетную запись или регистрируйтесь, пополняете деньги на Kiwi кошельке, в поиске найдите People, введите номер телефона, на который зарегистрирован аккаунт People, укажите сумму и подтвердите платеж. Готово, деньги уже на People. Красота ли? На самом деле просто, красиво и классно. Сервис классный. Мне кажется, простота – это залог всего. Зашел, зарегистрировался на Kiwi, пополнил, нашел в поисковике People, вбил ваш номер телефона, на который он зарегистрирован, пополнил, и все, деньги пришли на People, и ты можешь уже идти и оплачивать зарубежный сервис. Просто. Давайте поговорим немного про активацию аккаунта, как активировать аккаунт. Как активировать аккаунт? Ну, во-первых, про регистрацию я вам сказал, то, что открываете телефон, регистрируетесь на ваш номер телефона, далее прикрепляете паспорт. Какие паспорта подойдут? Подойдут как и загранники, так и обычные наши внутренние российские паспорта, которые выпускались с 2011 года. Как бы такого нового образца, я бы сказал, обычные внутренние российские паспорта. Далее, после этого вам необходимо будет пополнить вашу карточку. Карточку можно пополнить всего лишь на $1, используя Kiwi метод, который я описал ранее, как это все делается. Только после того, когда вы пополнили аккаунт на $1, вы сможете завести себе виртуальную карту, либо открыть физическую карту. Кстати, я не сказал, те, кто из Дубая и делает там карточку в дирхамах, они смогут через приложение заказать себе карточку People. Это стоит учесть, потому что мы, жители, кто живет в России и в СНГ, будем как бы ждать доставку за 7000 рублей из Арабских Эмиратов. Ну, вот так вот сложилось. И прошу заметить, что самый быстрый способ пополнения – это через Kiwi, который уже 10-й на самом деле раз говорю. Вот, и по нему комиссия намного ниже при пополнении, чем, предположим, если вы будете пополнять через криптокошелек. Ну и подведем итоги. Карта People создана для людей, которым необходимо оплачивать за рубежом. Если вы находитесь в Европе, если вы находитесь в Европе, находитесь в Азии, либо планируете туда поехать, либо, как новое модное слово, relocation сделать, на Бали, в Таиланд, в Бангкок, неважно куда, эта карточка будет вам полезна и поможет вам в самые трудные минуты, когда ваша карточка работать российская не будет. Будь это Union Pay, потому что непонятно, то блокирует, то не блокирует. Эта карточка работает, и она будет работать. Это классная компания, которая находится в Эмиратах, зарегистрирована в Арабских Эмиратах. Банки, которые выпускают карточки, находятся в Финляндии. На самом деле классно, все легально, все законно. С этим мы разобрались. Карточки можно оформить через мои ссылки внизу в описании к этому видеоролику. Если ссылки каким-то образом будут неактивны, вы можете написать мне в Инстаграме либо в ВК. Ссылки на Инстаграм и ВК также будут прикреплены ниже. И еще раз, виртуальная карта будет стоить вам 0 рублей, и всего лишь нужно ее будет пополнить на $1. Все это по моей ссылке в физическая карта. У меня там будет ссылка на телеграм-бота, где вы заходите, выбираете вашу страну, оплачиваете там, по-моему, порядком 7000 рублей, выбираете адрес доставки, с вами связываются и вам присылают сюда карточку. По-моему, неделю-две ждать, либо меньше, либо несколько дней. Я уже не помню, просто у всех во все страны разные сроки. Вот.
Я хочу также повторить, я никакой не представитель, я просто пользуюсь этой карточкой и хочу посоветовать ее вам. Вот, пользуйтесь моими реферальными ссылками, получайте бонусы и давайте друг другу поможем. Вам бонус, мне бонус. И как бы начнем делать этот мир лучше, добрее и помогать друг другу в эти сложные времена. Спасибо, что досмотрели это видео. С вами был я, Алексей, и до новых встреч. Пока-пока.